Здравствуйте. В комментариях было несколько вопросов по поводу шашек, шахмат. Что хочу вам сказать. Какое место занимают шахматы, шашки. Ну, в данном случае давайте лучше, можете, о шашках скажу. В системе интеллектуального воспитания. То есть, чтобы развить интеллект, нужно в первую очередь получать новую информацию. Новая информация получается каким образом? Это, естественно, изучение этой информации из книг, из партий. И второй момент, что я рекомендую очень сильно делать, это каким-то образом побуждать спортсмена к получению новой именно, вот я подчеркиваю, именно для него информации. Потому что, действительно, игра очень сильно изучена, несмотря на то, что у нас сейчас и летающие шашки, и вот жеребьевка ходов, все-таки игра очень сильно изучена. Новых идей очень мало, я бы сказал. Они не часто встречаются, но один момент есть очень важный. Встречаются редкие идеи очень часто в шашках, и это тоже очень серьезно влияет на наш интеллект. И еще важный момент, все-таки, когда мы играем, особенно когда играем, и, кстати, на тренировках тоже такое есть, такой момент есть, что выделяются, когда мы видим новую какую-то идею, интересную идею, то есть определенное удовлетворение, может даже какое-то счастье, и вот выделяются определенные гормоны, что очень полезно тоже для нашего организма. Еще есть, конечно, много моментов, о них не будем рассказывать. Давайте сейчас перейдем к рассмотрению позиций. Я, кстати, не зря все это рассказал. Позиция опять, она не безошибочная, но она очень интересная. То есть, решили интересно сыграть. Это опять литравс. cb2. Ну, конечно, ход нехороший, но он с определенными идеями. Понятно, что надо было как-то пойти cb4. И вот сильная очень крыловая шашка, где-то ее менять надо в определенный момент. На cb2 какая идея? Покуда bc5 нельзя. Вот такая идея. Еще раз. Ну и так далее. Пошли ед6, cb4. Опять, то есть, здесь не столь плохой ход bc5. Почему? Но психологически его очень сложно сделать, потому что вот такая идет идея. Поэтому тоже вот одна из мыслей в партии, я думаю, было, чтобы не дать вот этого хода. Чисто даже психологически. fg7 было в партии. Давайте посмотрим. У меня вот здесь уже идея интересная есть. ef2. Вот если здесь ходить на g3, то получается вот эта вот идея. И если ставить, то получится... Так, что-то я уже тут запутался. Так, секундочку. Наверное, я не прав чуть-чуть. Ну да, здесь грозит ловля, да. Вот грозит отсюда и отсюда ловля шашки грозит. Я чуть просто кое-что другое хотел показать вам. Так, давайте будем... fg7. Ну вот я говорю, что вот видите, один из интересных моментов. Вроде бы идем в дамки, а нет. Тут не все так просто. fg7. Нападаем. Ну понятно, что есть bc5 здесь размен. Я вам говорю, что не смотрите на эти основные, конечно, варианты, но я хочу вам идею показать, чисто идею. gf2. Но вот если ходить здесь fg3, то посмотрите сами, какая красивая идея будет. de и вот. Одна шашка связывает, видите, вот эту огромную группировку шашек. Но вот такая вот идея есть. Понятно, здесь в этой позиции есть и такой ход. То есть и
Вот такая идея. Дальше что еще могу показать, наверное, на GF2. Ну, опять BC есть. И, наверное, на FE тоже DE. Ну, вот такая вот идея постоянно, конечно, есть. Но вот если ходить в дамки, что наиболее интересно, получаются вот эти вот мысли здесь. То есть побили, и вот эти вот мысли, если ходить в дамки. Это мне даже, помните, когда-то игралась партия, вот я уже не помню за цвет, по-моему, Плакин, Кухарчук, вот Аркадий Миронович сделал ход такой GF2, пропускал дамки, но там чуть позиция другая, но очень интересно. Ну вот у меня было как-то воспоминание вот навеяно этой позиции Аркадия Мироновича Плакина, и я поэтому рассмотрел вот в данном случае вот эту вот позицию. Ну вот опять FG7, здесь видите, вот эта партия была. То есть DC3. Ну, конечно, вот эти построения ужасные. Может, даже дальше не будем смотреть партию. Ну вот опять, давайте посмотрим, почему, собственно говоря, смотрю эту партию. На BC5 была интересная идея. Естественно, нападать здесь нельзя. Можно HG5, наверное, покажу HG5 и бой вот такой вот. То есть здесь BC, FE, потом опять GF2. Вот видите, опять интересные такие идеи. Здесь, правда, вот интересная мысль есть. AB6. То есть нападать нельзя. То есть, ну вот здесь интересная мысль. FE3. И вот здесь все-таки вот такой, вот так вот ударяем. Тут, конечно, но позиция, кстати, BC5. Вот да, выиграна здесь у черных. Я просто, мне показалось здесь кое-что. То есть доска маленькая показалась. Ну вот такая вот партия была. И еще давайте одну небезошибочную абсолютно партию посмотрим. Тоже с лидрафс. Ну, проигрывает, естественно, ход. Проигрывает. Даже вот отсюда можете посмотреть, как она все проигрывает. CB4, естественно. Выиграем шашку BA7. И вот здесь надо было. Вот здесь вот надо было GH. Бой. Дальше. Простейшая комбинация, понятно. Может, кому-то покажется все это слишком простенько. Ну, давайте, тем не менее, я буду показывать. Еще давайте, чтобы не быстро. Но вот эти вот. Вот это вот идеи с комбинациями. В основном где-то вот здесь вот отдают. И вот отдают одну, бьют 3. BC7 здесь отдали. AB2, FG5. И вот здесь, собственно говоря, за чего мы смотрим вот эту вот позицию. DC3 сыграно. То есть сыграно в расчете вот на этот ход. Бьет, бьет, бьет. Тоже идея такая, часто она встречается, очень выжидаем. Вот в русских шашках, кстати, я последнее, вот не знаю, но дня 2 играл, и практически каждый день встречается что-то похожее на эту позицию. То есть другой интерпретации, естественно, на идее, точнее сказать, на идее. Так, дальше. Вот интересный ход BA5. Опять оставляем, не нападаем, не размениваемся как-то, оставляем вот эту идею. И здесь вот на ED4 ход идет. Но вроде бы, да, пишет компьютер, то есть равная позиция, ну, не знаю. Вот, допустим, я не знаю, не слушаю компьютера, мне не нравится она абсолютно за черных. Тут за черных большие сложности будут. Я думаю, что все-таки что-то сделать ничью. То есть, но это и так, там вот. С одной стороны, шашек на фланге нету, конечно. Но вот здесь на коротком фланге у белых нету, но позиция, конечно, плохая. Я не знаю, почему компьютер пишет так вот, что позиция равная. Но мне основном, как вы поняли, мне не интересует оценка позиции, мне интересует идеи, что там могли в этой позиции быть. Так.
Так, ну вот здесь вот интересный момент. Давайте, я еще хочу очень интересный момент. Наверное, даже, может, не смотрел бы эту позицию, но показать. Вот самозажим, видите, красиво очень все. То есть, этого хода здесь нельзя делать, потому что простенько здесь все будет. И dc5. Так, hg5 и вот gf4. Ну, шашка остается, понятно, что выиграна здесь позиция. Так, давайте еще один момент, наверное, покажу. На этот ход, не знаю, тоже, наверное, выиграна, конечно, позиция. Но вот видите, здесь, вот если зону связки считать, вот для более таких вот начинающих, может, не знаю, до какого сейчас разряда так относительно все это. Играют в разных регионах, то есть разряды могут одни быть, но играют по-разному. То есть, видите, здесь 5 шашек, я считаю, в зоне связки. Зона связки есть такое понятие. И здесь тоже в зоне связки 5 шашек, поэтому... А здесь играют у белых 3. Но лучше так, если блиц, так не ходить. Вот такая вот ситуация. Давайте дальше смотреть. gf6, понятно, нельзя. Так, давайте назад. Какие-то вот эти всегда, ну, покуда они не проходят. Ну, где-то, наверное, сейчас я посмотрю, потому что я комментарий писал уже пару дней назад. Все не помню, но вот где-то вот здесь вот эти тоже идеи будут, потому что висит все. Давайте, ладно, посмотрим, что я хотел посмотреть. Ну, нападать надо. То есть, кроме нападения ничего нету. Опять на этот ход можно провести вот эту комбинацию грандиозную достаточно. Я имею в виду по сбитым шашкам. То есть bc5 надо. Здесь, да, здесь еще один вот этот ход. Сейчас посмотрим, наверное. Так, давайте bc5 сначала посмотрим. И вот здесь вот можно ab4, ну, наверное, проще cb4. То есть cb4 я сразу грожу, угроза. Почему на ab4 здесь есть ab4, по-моему, ну, вот есть какие-то, сюда, наверное, не знаю, как ходить, но есть ходы, то есть, условно говоря, почему ab4 не совсем тут хороший. Давайте, я, может, неправильно пойду. Может, почему неправильно, вот fe7, здесь есть какой-то вот этот момент. Но второй момент, вот на эти ходы есть заход. Поэтому я, честно говоря, не рекомендую. Лучше обойтись, лучше пойти, можно сказать так, экономично. Или более целесообразно. То есть ход cb4 здесь. cb4. cb6. И вот здесь провести вот эту комбинацию. И должна быть позиция выиграна. Вот видите, то есть на этот ход dc и поставили просто. Может, можно и там b3. В общем, такая вот позиция должна быть выиграна. Так. Вот такая идея. Ну вот видите, вроде бы все автоматом идет, и именно ход cb4 надо делать. То есть здесь на вот эти вот ходы какие-то сразу проводка, и шашка-то никуда не заходит. Видите, там на c3 было, а здесь шашка на b4. Поэтому такая позиция. Так, давайте еще посмотрим. Наверное, вот здесь вот я не досмотрел. Вот здесь вот ход hg5 очень интересно. То есть куда-то бить сюда нельзя, естественно, автоматом. И вот dc5. И стоит вот эта вот тактика здесь. Поэтому de. Сразу проводить как-то опасно все вот это. Ну вот основной, давайте вариант покажу. ed4.
И вот здесь на d4 получается. Вот такая вот позиция может возникнуть. Но вот здесь вот она ничейная. Вот какой вывод, что вот по этой позиции, когда gf2 делается, видите, gf2 тоже вроде бы все супер, но получается вот такая вот идея за черных. И вот видите, в принципе, если выждать, ничего нету у белых. Вот такая вот идея. Ну, тоже надо знать, потому что gf2 тоже закрывается. То есть, в стоклетках, то, вот как вы смотрите мои партии, там больше вот этих, наверное, как-то идей встречается именно со связками, с такими вот зажимами, потому что практически вот если Голландию там смотришь, голландские чемпионаты даже, но я не говорю, что когда у них вот, в основной этой лиге, может там где-то они больше на результат работают. Я в этом году не смотрел, но тоже часто вот эти вот идеи встречаются, чтобы с зажимом. Либо в каких-то вот в первых лигах, наверное, вот голландских будет правильно. Именно в стоклетках моменты эти встречаются. Так, давайте по партии. Что было по партии? BC5. Здесь уже, да. Вот здесь опять, смотрите позицию. Может, я вас чуть утомил, но вот смотрите. CB4 опять надо было. Было в партии GH4, разменялись назад. Там мы быстро достаточно досмотрим на партию. Но вот, видите, CB4, супер ход. И опять, куда ходить? Куда ходить за черных? То есть, здесь GH4, вот это вот тактическая идея получается. На GF6, естественно, вот такая идея. То есть, это часто тоже встречается достаточно в практике. Раз. Ну, и вот связка очень серьезная. Потом. Так, что-то... я вот здесь вот хотел, да, опять подострить. Смотрите, на ED4 я хотел такой сделать ход, но вот он не совсем проходит. Видите, с красивой связкой. GH4, потому что... Вот эта вот идея идет. Не проходит совершенно это. Но здесь надо было по-другому играть. Вот F5 пошли. Даже можете подумать. Ход такой вот. GF2. Ну вот. Интересная тогда идея. Если... Так, что-то я хотел здесь. Да, GF2 получается. Ну и вот здесь. Так, давайте, куда мы бьем? Ну здесь, да. Почему я смотрел эту позицию, вот я не помню, честно говоря. Здесь все завершается. То есть FG3 и так далее. Плохая, конечно, позиция очень. Но. Так, что я хотел вам показать еще в этой позиции? А как ходить здесь за черных? То есть, ну, допустим, вот такой ход, то b5 и опять, видите, ничего абсолютно нету. F, ну, давайте, допустим, такой ход сделаем. Можно так, то есть, ну, вот теряется все это. Плохая позиция. То есть, здесь ход вот этот gf2, в принципе, и вот видите, так, эффективно. Просто, но эффективно все заканчивается. Абсолютно просто. Так, в партии было GH4, но здесь уже не то. Кстати, в партии было... Здесь в партии все ужасно было. GH4, почему не провели вот эту идею, сложно сказать. Но я говорю, что лидеров, возможно, просто видят, но не хотят. EF4, FE7, здесь вот я несколько моментов вам покажу. Понятно, что CB4 вот, и получается угроза, то есть, допустим, на такой ход. Так. И вот таким образом. Дальше. Это отдали здесь, они в партию отдали. На так, естественно, так. То есть, вот такая мысль. Но, бывает, смотрите, какая мысль в этой партии. Я вам тоже хочу показать. Вот, допустим, FE7 сюда и сюда.
То есть пойти сюда нельзя из-за этого хода. Сюда нельзя из-за этого хода. Вот эта позиция, кстати, идея вот жертвы часто очень встречается в стоклетках. Но здесь она не проходит, из-за чего? Вот из-за этой идеи. Вот такая вот идея, то есть разменная. Но я вам хочу сказать, что я вам специально показываю, вот это вот в стоклетках часто очень идея есть. Там на другом чуть, то есть по-другому она чуть трактуется, но идея, в принципе, то есть совместима с русскими шашками. Поэтому вот эту жертву с нападением всегда надо смотреть. Итак, до новых встреч. Надеюсь, кому-то понравилось, или кому-то нет. Но что делать? Я думаю, что вот я как раз с концепцией каких-то интересных идей кое-что вам показал. Итак, до новых встреч.